Клиенты с атрофическими растяжками. Ни хрена тут не делаем, это не наш вариант. У нас прекрасная модель, которой было очень сильно больно, но она шутит, что не больно. На самом деле это не больно, конечно же. Мыться можно. Всем здравствуйте, я Елена Файзулина, международный тренер по дермопигментации. Елена Файзулина, практикующий тренер по дермопигментации с опытом работы в 8 лет. Обладает медицинским и художественным образованием. Спикер и судья международных конференций. Основатель студии и школы по перманентному макияжу. Входит в топ-50 мастеров перманентного макияжа России и стран СНГ. Номинант в категории «Лучшая техника 2023» от Interpermanent. Награждена званием «Уникальный мастер 2023 года» от World Beauty Top. Сегодня мы поговорим с вами на одну из самых увлекательных тем – это камуфляж растяжек. Растяжки возникают у всех – у мужчин, у женщин, у подростков. У подростков чаще всего. Камуфляж растяжек – это безболезненная процедура. Проводится она в 2 этапа с интервалом в месяц. Как правило, камуфляж растяжек проводится на нормотрофических, белых, гладких рубцах. То есть стрия, растяжка, рубец – это все синоним. Когда к нам приходят клиенты с гипертрофическими растяжками, то есть с выпуклыми, которые возвышаются над окружающей тканью, прежде всего мы отправляем к косметологу для того, чтобы провести процедуру шлифовку. После того, когда мы сравняем рельеф кожи, мы уже сможем заниматься цветокоррекцией. И тогда мы, как последняя инстанция, пигментируем белые растяжки в цвет основной кожи. Если мы имеем дело с атрофическими стриями, которые западают над окружающей тканью, то, к сожалению, здесь не совсем это наша процедура. Мы, конечно, можем немножко изменить цвет, но, как правило, здесь больше смущает именно структура ткани. Мы не можем приподнять дно самой растяжки, чтобы они стали незаметными. Да, мы запигментируем в цвет кожи, но эффект будет так себе. И третий тип растяжек – это гладкие нормотрофические стрии, с которыми, собственно, мы и работаем. Мы с легкостью имплантируем пигмент в кожу, подбирая оттенок, идентичный с цветом кожи. Когда мы работаем с атрофическими, глубокими и фиолетовыми растяжками, всегда необходимо учитывать то, что у нас подложка не белая. И тот цвет, который мы подобрали, он может просто быть на выходе не совсем адекватный. Поэтому для начала нам нужно немножко подлечить, отправить к косметологу, сделать необходимые манипуляции со стриями и потом уже приступать к работе. И это не всегда приносит тот результат, который мы хотели бы видеть. Техника выполнения камуфляжа стрий может быть разная. Она может быть маятником, может выходя из кожи, можно не выходить из кожи, а также можно работать визелями, точечно. Все очень индивидуально, зависит от типа самих растяжек. Один из самых главных моментов – это никогда не камуфлируйте растяжки под загар, потому что спустя месяц загар смывается, и мы увидим темные полосы. Закамуфлированные растяжки после загара становятся менее контрастны, если мы будем сравнивать с растяжками, которые без камуфляжа. Необходимо четко разбираться в колористике, необходимо понимать технику имплантирования пигмента, нужно четко понимать, какими иглами работать, то есть это не только нужно пройти обучение по камуфляжу, но необходимо пройти базовое обучение, где вы будете разбираться в пигментах, колористике и в оборудовании. Как и к любой другой процедуре перманентного макияжа, имеется ряд противопоказаний, которые мы должны всегда помнить и соблюдать. И перед проведением процедуры, конечно, мы собираем анамнез, и если есть какие-то противопоказания, мы не проводим данную процедуру. После процедуры, как правило, держится несколько дней покраснения, у кого-то даже до 1,5 недели. После того, как покраснение спадает, остается только имплантируемый пигмент, который был у нас в цвет кожи. Камуфляж растяжек можно проводить лицам после 18 лет, потому что до 18 лет наш организм растет, наши стрии меняются, и поэтому может быть не очень адекватный выход. Работая уже достаточно долгое время на пигментах Ханафи, могу с уверенностью сказать, что спустя какое-то время инверсии цвета нет. Вот какой пигмент вы имплантируете в кожу, такой у вас и будет спустя год, полтора и более. Пигмент выводится постепенно, без пятен.
никуда не мигрирует, поэтому вы спокойно можете работать на этих пигментах. Сейчас я бы хотела вам продемонстрировать и подробнее рассказать о том, как проходит сама процедура камуфляж растяжек. Мы будем проводить процедуру камуфляж растяжек. Мы выбрали пигмент камуфляж 2. Это один из самых светлых. Девочка наша светлая, поэтому нам нужно четко попасть в цвет. Камуфлировать мы растяжки будем полностью по всей поверхности. Подготовки нам никакой не нужно, потому что у нас гладкие нормотрофические стрии, которые как раз подходят для данной процедуры. Сейчас я буду наливать пигмент. Итак, мы подобрали пигмент, идентичный с оттенком собственной кожи нашего клиента. В данном случае у нас идет техника барашками работаем. Техника подбирается индивидуально, в зависимости от типа самих стрий. Иголочкой я работаю 1/30 от Hanafi, но я могу брать пучки, все зависит от типа самих растяжек. Скорость на машинке мы выставляем индивидуально. Здесь не зависит марка машины. На самом деле все зависит от вашей руки, в зависимости от вашего темперамента. Я работаю достаточно быстро, и на своей машинке я выставляю скорость 5,4. Процедура эта практически безболезненная, кому-то вызывает даже довольно-таки приятные ощущения. Чаще говорят, что как кошечка царапает. Процедура выполняется в 2 этапа, очень редко в 3, если мы работаем с гипертрофическими растяжками. Если мы обратим внимание на стрии, то сразу после того, как мы проводим иголочкой по рубцу, стрия воспаляется. Вот сейчас буквально несколько секунд, и она станет такой же воспаленной. Это норма, не нужно бояться. После процедуры камуфляжа растяжек не бывает корочек, как правило. Наверное, в очень редких случаях, но на моей памяти за все мои года такого ни разу не было. Мы видим вот такое незначительное покраснение, которое держится несколько дней, иногда неделя, полторы. Потом у нас сходит, и остается только пигмент, который мы имплантировали, соответственно, в кожу. После того, как мы провели процедуру камуфляж растяжек, самым главным фактором является это не загорать месяц. Первые 2-3 дня мы просто обрабатываем хлоргексидином. Мы никакими заживляющими мазями не смазываем. Покраснение длится примерно несколько дней, бывает до недели и полторы даже. Ну что, всем спасибо. У нас прекрасная модель, которой было очень сильно больно, но она шутит, что не больно. Все, ладно, понесло. Да нет, на самом деле это не больно, конечно же. Мыться можно. Хотела бы обратиться к студентам, которые хотят освоить этот навык. Никогда не пытайтесь закамуфлировать все с первого раза. Это одна из самых основных ошибок, когда любой вид дермопигментации, будь то рубцы, растяжки, ореолы, пытаются закамуфлировать все за один раз. Когда вам клиент говорит: сделайте мне, пожалуйста, потому что я улетаю, и у меня вот всего лишь одна процедура, не беритесь, потому что в итоге у вас будет некрасивая работа, и, скорее всего, будет цвет более интенсивный, чем должен быть. Поэтому процедура всегда выполняется в 2 этапа с интервалом в месяц, иногда и в 3, когда мы говорим о гипертрофических растяжках, которые требуют, конечно же, подготовка, такой как шлифовка. При подборе цвета для дермопигментирования мы всегда должны учитывать тип кожи. Либо это теплый оттенок, либо холодный. У Hanafi есть оттенки холодного типа и теплого. Так вот, если вы на холодного клиента нанесете теплый оттенок, по заживлению будет не очень адекватный цвет. Учитывайте это, пожалуйста, проходите колористику, и у вас будут замечательные работы. С вами была Елена Файзулина на канале YouTube Hanafi Colors Pigments. И я была очень рада поделиться с вами интереснейшей темой камуфляж растяжек. Более подробно вы можете ознакомиться на моих мастер-классах, а также подписывайтесь на наш канал, где вы будете узнавать первыми всю самую новую и лучшую информацию.